Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. В этом видео подробно расскажу и покажу, как выполнить на изделии такую интересную деталь, как молния в рамку. Приступим! Вам понадобится ваше изделие. В моем случае это 2 полоски ткани в качестве образца, молния, долевик 5х5, клеевая кромка, откосок при желании, дублерин. Может понадобиться в случае, если вы захотите использовать откосок. Отмечаем область для молнии. Укладываю молнию вровень с тканью и отмечаю место нижнего ограничителя. Шов стачивания составляет 1,5 см. Отступаем 1 см и укрепляем место под молнию с двух сторон. Клеевая кромка на 1 см длиннее нашей области для молнии. Теперь стачиваем детали, вот эту область на машинке, а место под молнию сметываем. Идем на машинку. Далее отступаем 3 мм вниз от закрепки, а от шва в сторону изделия 5 мм. Проводим линию вверх 4 см. Длина этой линии зависит от длины вашего долевика. Эта линия на 1 см короче. То же самое делаем и с другой стороны. Переносим вот эту точку, которая является центром нижней части нашей будущей рамки, на лицевую сторону. Отмечаем горизонтально и откладываем 1 см вниз, то есть ниже, чем наше место под молнию. На долевике отмечаем центр. Прикладываем долевик к нижней отметке лицом к лицу и фиксируем булавками. Теперь нужно отвернуть припуск и проложить строчки по отмеченным линиям с одной стороны и с другой. Останавливаемся четко у среднего шва. Можно воспользоваться и универсальной лапкой, но мне будет удобнее использовать вот эту. Здесь четко по надсечкам видно, где будет проходить мой шов. Для закрепки лучше прокручивайте маховое колесо швейной машины вручную, иначе с большой долей вероятности проложите строчку дальше среднего шва и работу придется переделывать. Проложили строчку с одной стороны, отворачиваем припуск и прокладываем с этой стороны. Так выглядит наша рамка. Не забывайте делать хорошие закрепки. На этом этапе для удобства можете прочертить себе линии для последующего переутюживания. Эти линии параллельны нашей линии сметывания, на 5 мм шире вправо и влево. То есть линии будут продлевать нашу линию рамки. Удаляем сметочные стежки с основной детали. Рисуем линии разреза на рамке. Вертикальная линия по центру рамки, не доходим 1–1,5 см до низа рамки. Далее диагональные линии, идущие от низа вертикальной линии к уголкам рамки. Диагональные линии не доходят до уголков на 1 мм. Прорезаем все слои ткани. Будьте аккуратны, не зацепите строчку рамки. Долевик выворачиваем наизнанку. Вывернутый долевик можете приутюжить, сметать или зафиксировать булавками.
Теперь переутюживаем рамку по линии притачивания долевика. Вот как выглядит наша рамка после приглаживания. Сейчас мы высекаем уголки. Так как эти припуски переутюжены, мы должны их уравнять с нижними. Отрезаем излишки припусков и долевика. Будьте осторожны, не зацепите ваше изделие. Как видите, здесь припуски остаются шириной сантиметр, а здесь 1,5 сантиметра, так как центр у нас проходит вот здесь, по центру рамки. Обметываем края припусков и долевика вместе. Обметали припуски. Подкладываем молнию. Ограничитель молнии располагаем у нижней части рамки. Фиксируем булавками. Я дополнительно ее еще приметаю. Притачиваем молнию на 1-2 мм от сгиба, а приметывать буду тоже близко от сгиба, но чуть дальше от линии притачивания, чтобы удалять сметочные стежки было удобно. Приметывать молнию нужно достаточно близко, а иначе это не будет иметь смысла. Если сметочные стежки будут широко расположены, в местах, где нам нужно проложить строчку, молния будет болтаться. Воспользуюсь лапкой для пришивания молнии. Вот эту часть лапки укладываем четко в стык с тканью, и иголка у нас проходит ровно на миллиметр от сгиба ткани. Можно прокладывать строчку и при раскрытой молнии, и при закрытой. Но в момент, когда нужно прокладывать строчку рядом с бегунком, его убираем от этой области. Я сейчас буду прокладывать здесь строчку, поэтому мне нужно расстегнуть. Раскрывайте и закрывайте молнию, оставляя иголку в ткани при этом. Притачали молнию, удаляем сметочные стежки. И в целом наша молния в рамку готова, но информация для тех, кому не нравится прикосновение молнии к коже, как и мне. Я дополнительно добавлю под молнию откосок, как в случае с гульфиком. Ширина двух припусков у меня равна 3 см, значит ширина откоска должна быть не меньше 3 см. Мой откосок в готовом виде будет шириной 3,5 см. Значит выкраиваю откосок шириной в 2 раза больше. Длина зависит от длины молнии плюс 2 см. Моя молния равна 23,5 см, значит откосок равен 25,5 см. Учитывайте вашу точную длину молнии с учетом того, как выглядит край вашего изделия. Уходит ли часть молнии под воротник, например, и так далее, чтобы не совершать такой ошибки. В зависимости от типа ткани можно проклеить откосок клеевым материалом. Тонкие или скользкие ткани проклеиваем обязательно. После того, как укрепили откосок, складываем его вдвое и заутюживаем по центру сгиба. Далее изгибаем откосок лицом к лицу. Сверху и снизу фиксируем булавками. Вверху и внизу прокладываем прямую строчку на 1 см. Вот здесь можете не доходить до края буквально на миллиметр, так уголки вывернутся красивее. Можете взять на заметку, это правило работает с любыми изделиями с уголками. Высекаем уголки. Укорачиваем припуск до 5 мм. Выворачиваем. Идем на утюг, заутюживаем вот эти части. Обметываем боковые края вместе. Кстати, если хотели бы пропустить прошлый этап с прокладыванием строчки и выворачиванием, можете не оставлять эти припуски 2 см, а края просто обметать. Идем на машинку. Прикладываем откосок.
Фиксируем откосок и припуск изделия с одной стороны. Прокладываем строчку. С этой стороны проложим буквально пару стежков, чтобы зафиксировать откосок. Сверху откосок не фиксируем. Фиксируем только в редких случаях. Например, если сверху у вас будет воротник, вы можете продлить длину воротника с одной стороны на ширину откоска. Только в случае, если такой вариант будет смотреться органично. Прокладываем строчку на ширину лапки. Проложили строчку, вот здесь проложили буквально пару стежков. В момент, когда бегунок будет мешать прохождению лапки, просто раскройте молнии, как мы это делали при прокладывании строчки для рамки. Раскрываем. Внутри откосок смотрится точно так же, как в гульфике. Готово. Так повелось, что в такую рамку обычно вставляют металлическую молнию. Но в угоду своим предпочтениям вы можете иногда отходить от правил, как в данном случае сделала я, так как предпочитаю пластиковую молнию. Спасибо за просмотр, будьте стильными, увидимся!